Интересная история получается. Часто я вижу сообщения в свой адрес, что я могу разоблачить только то, что лежит на поверхности. А по-настоящему загадочные истории мне не по силам, поэтому я их очень аккуратно игнорирую. Вы что, задумали играть со мной? Думаете, я не разоблачу то, о чем сегодня пойдет речь? Я разоблачу. Ну или нет. Меня зовут Топа, и добро пожаловать, наверное, в самый сложный топ-секрет на данный момент. Погнали! Back in Tupelo in 1935, baby boy who'd rock the world, whose rhythm came alive. Here comes the king, stand aside. Here comes the king, here comes the king. Да, именно эту тему приводят в пример как ту, которую нельзя разоблачить. И я прекрасно понимаю этих людей, куда бы ты ни посмотрел. Пресса, образовательные документалки, Википедия, даже неплохие научные сайты. Все под копирку уверяют вас в том, что это на самом деле происходило. Что именно происходило, спросят многие из вас. А происходило то, что впоследствии назовут неопровержимым доказательством существования летающих тарелок. Еще не напрудили в штаны? Это временно, ведь вы не знаете самой истории, которую все-таки придется рассказать. Ну, начинай там. В 1952 году в Вашингтоне произошел необъяснимый и шокирующий случай. В июле над городом нависло большое количество неопознанных летающих объектов, которые видели как обычные граждане, так и военные. Также они были зафиксированы на радарах. Но каждый раз, когда на перехват вылетали истребители, готовые к атаке, цели тут же испарялись. Это явление вызвало повышенный интерес со стороны СМИ, которые публиковали новости об этом на первых полосах газет. Правительство пыталось скрыть этот случай, прикрывшись погодными условиями. Но правда так и не была найдена. Не обращайте внимания, он в детстве упал в чан с конспирологией. Это было рассказано очень вкратце, чтобы просто донести основную мысль. Можете открыть любой первый попавшийся сайт и прочитать детальнее. Поверьте, никакого разоблачения вы там не найдете, зато на вас, вероятнее всего, выльется ушат загадочной херни, которую я и постараюсь сегодня объяснить. Вашингтонская карусель — это своего рода уфологический козырь в рукаве. Беспроигрышный вариант для конспиролога. Если эта история правдива, то и остальные автоматически тоже. Тем более, это сейчас особенно актуально. Там недавно вышел сериал «Синяя книга», и там есть эпизод именно про это. У нас тут НЛО над столицей, вам видно? Да, их несколько. Они быстрые. Ютуберы активизировались и начали записывать об этом ролики. Все это породило новую волну людей, которые будут во все это бездумно верить. Хотя, не без причин, скажу я вам. Итак, что у нас есть? Официальный отчет правительства, что они занимались этим делом. Документы ФБР. Тысячи очевидцев, которые сообщали в газеты о том, что они видели нечто странное. Военные, которые уверены, что на радаре они видели летающие тарелки. Пилоты, которые своими глазами видели нечто странное. И, наконец, самое сладенькое – фотографии и видеоматериалы. Разумеется, у многих людей после прочтения и осмысления всего этого не возникает сомнений, что мы не одни во Вселенной. А что если так и есть? Вы только представьте, более величайшего открытия представить сложно. Выводы будешь делать в конце ролика. А сейчас нас ждет долгий рассказ, который коснется не только этой темы. Я совру, если скажу, что мне было несложно искать информацию. Да у меня чуть мозг не поплыл от всего, что я вычитал. В открытом доступе нет ни хера. Были куплены все книги участников событий, все газетные архивы, найдены все научные публикации и, разумеется, все это оставлю в описании. Но главное, что я наконец смог составить свое мнение и наконец собрать весь пазл. О, с самого сложного начал? Да вот на самом деле нет. Как вы знаете, единственное, что я делаю на этом канале, просто пересказываю Википедию. Но этот случай не будет исключением. Вашингтонская карусель. Один из наиболее массовых случаев наблюдения НЛО. Имеются фотографии и видеозаписи наблюдавшихся явлений. В течение более чем 2 недель широким массам было доступно наблюдать множество НЛО, кружащихся над городом.
НЛО наблюдались в том числе и над зданием Белого дома. Супер загадочный голос озвучил супер загадочные тезисы. А что, если я вам скажу, что все, что вы только что услышали, херь собачья? Что, если я вам скажу, что существует лишь одна фотография тех событий, и даже с ней не все так просто? Дело в том, что СМИ, которые освещают эту проблему и приводят фото как доказательство, те еще петухи. Они не показывают цельную картину, а обрезают так, чтобы было видно только НЛО. Их тут, конечно, не 6, 7 или 8, как сообщалось, но плевать, мы будем играть по их правилам. 11 НЛО зависло над Капитолием, и есть фото и видео. И это все. Херня. Хакерман снова в деле, сучки. Я отправился на поиски полной фотографии и без проблем нашел ее. Да, не просто так ее обрезали, подумал я. Скотины. Именно этот элемент и пытаются скрыть. Фонарные столбы. Необходимо провести эксперимент. Для этого нам потребуются источники света, камера и все. У меня в руке два источника света, которые направляю в камеру, и мы получаем эффект блика. Или optical flare. Как мы можем заметить, блик ведет себя зеркально по отношению к источнику света. Так уж устроены линзы в фотоаппаратах. Свет проходит сквозь них и попадает на матрицу, в то время как блик появляется как раз из-за линз. Путается там, и мы видим его на итоговом изображении, но в другом месте. И да, это работает и со старыми камерами, и с телефонами. И что мы должны были увидеть? А теперь вы поймете то, что я хотел показать. Возьмем оригинальную фотографию с летающими тарелками, дублируем часть с фонарными столбами, развернем на 180 градусов и попробуем соединить с тарелками. О боже, это что, были блики? Как же удивителен мир, в котором есть физика, да? На самом деле совпали не все блики, потому что это свет от окон. И его, разумеется, не хватило для того, чтобы отпечататься на снимке. Ну а этих фонарей не видно, потому что они не смотрят на камеру. Такие дела. То есть мы приходим к одному выводу. Эта фотография очень притянута за уши, тем более она никакого не 1952 года. Впервые это изображение появилось в 1973-м, что как бы уже вызывает вопросы. Но, как выяснилось, сама фотография была сделана в 1965-м, через 13 лет после тех событий. Долго же пришельцы там висели. Выходит, я даже мог эксперимент не делать. Да ладно, прикольно ж было. С этим знанием, кстати, вы можете сами разоблачить многие НЛО фотографии. И вроде дальше говорить не имеет смысла, но поверьте, это только начало. Откуда же взялась эта видеозапись и почему она так подозрительно похожа на фейковую фотографию? Все просто. Это видео не было обнародовано до 2005 года, пока канал Channel 4 не выпустили тупую документалку про пришельцев. Какой-то криворукий ублюдок на скорую руку слепил графон и добавил туда плашку, что снято было в 1952. Нет, не было. Если анимируешь фейковую фотографию, то делай это хотя бы не так зашкварно. Додик. По итогу, нет ни одной фотографии, нет ни одной видеозаписи, хотя все вокруг ссылаются именно на них. Was that this was a weather inversion. These are the actual craft. You can actually see them. Nobody could ever explain this. Прости, я не слушал. И довольно-таки грустно видеть такие утверждения на сайтах, которые, как казалось, все перепроверяют. Ну, а если уж мы начали говорить про Википедию, да там куча косяков, как и везде. Но именно про этот инцидент не вздумайте там прочитать. Одни ошибки, и есть вероятность уверовать в пришельцев. Нужно просто перепроверять, что я вам постоянно и говорю. То есть я правильно понимаю? Даже в 50-м году люди сделали десятки тысяч фотографий. Снимали улицы, друзей, собак, даже ноги. А вот самое главное событие в мире, которое, по заверениям СМИ, видел не каждый, забыли сфотографировать. И я не шучу. Нет ни одного визуального доказательства той истории. Очень странные дела. Ёпта. Так, все, встали, все, сейчас будет. Сейчас вылетит птичка, пам. Давайте еще разок, давайте. Ага, да, поменяемся местами. Нормально. Ладно, проехали. Но как быть с теми, кто видел все это собственными глазами? Как вы наверняка уже поняли из истории, НЛО летали над Вашингтоном. Все на это смотрели, открыв рты, и, разумеется, сразу начали об этом сообщать. Как насчет нет?
Смотрите, что именно произошло. Первые сообщения поступили от авиадиспетчеров местного аэропорта. Затем пилоты самолета увидели что-то, а потом и военная база подтвердила. И это все очень быстро попало в газеты, причем на первые полосы. Сейчас я покажу вам официальные графики, которые мы анимировали. Как мы видим, сообщений про НЛО было не больше, чем всегда. Очень мало. Но вот что произошло ровно тогда, когда в газете была напечатана эта история. Это был взрыв. Безумный наплыв сообщений, что они тоже видели это. Второй пик приходится на вторую волну публикаций спустя ровно неделю, когда военные опять сообщили об НЛО над Вашингтоном. И последний пик пришелся на конференцию, на которой военные озвучили свою версию происходящего. После этого моментально все пошло на спад. Я пока что ни на что не намекаю, просто показал данные, но вы должны отложить это в голове. То, что люди видели летающие тарелки, недоказуемо. У этого не было фиксации, это были просто слова. Слова, которые используют как доказательство. Но не стоит отчаиваться, ведь мне есть что сказать даже по этому поводу. Не так давно я был на очередном форуме «Ученые против мифов», где одной из лекций была лекция доктора психологических наук Владимира Спиридонова о теориях заговора. Максимально близкая к нам тема, поэтому я в конце задал вот такой вопрос. Топа? Да, здравствуйте. У меня есть вопрос, который меня очень сильно интересует. Смотрите, есть много историй, в которые до сих пор верят, но они или произошли или очень давно, или не фиксировались, или их невозможно проверить. Вот как спорить с конспирологом, если у тебя у самого нет доказательств, и ты не можешь перепроверить ту или иную теорию? Потому что и стоит ли вообще это делать? Ну вот рецепты, которые я излагал 5 минут назад, были в соответствии с вашим последним утверждением. Если вы быстро проверите и быстро убедитесь, что перед вами конспиролог, то спор – штука обычно совершенно бессмысленная. Вы будете не слышать друг друга, увы. Я одновременно и максимально согласен со спикером, потому что это правда. Зачастую переубедить конспиролога просто невозможно. Каждый твой довод будет отзеркален и вывернут в сторону заговора. Поэтому нет смысла объяснять то, что не зафиксировано, ведь бремя доказательства лежит на утверждающем. Но в то же время я и не согласен со спикером. Мне кажется, что все-таки нужно попробовать переубедить, ведь есть вероятность, что он прислушается. Поэтому мы будем пробовать, мать твою, до последнего. А начну я, как всегда, с истории. Не кажется ли вам подозрительным, что до инцидента в Вашингтоне было все спокойно, но после статьи в газете – бум! Уверяю вас, это не совпадение, а просто очередная история с истерией. Сейчас я вам расскажу, что такое НЛО-истерия, охереете. Давным-давно я наткнулся на американскую книгу «НЛО. Религия», где рассказывается, как вся эта паранормальная культура зарождалась. Жаль, в переводе ее нет, всем бы посоветовал. Так вот, там описывается вроде как самый первый случай массового наблюдения НЛО. Хорошо, что у меня есть подписка на газетные архивы, и мы быстренько находим эту статью. В 1896 году люди видели в небе нечто странное. По крайней мере, так писали в газетах. Большое, светящееся и с пропеллерами. Странно, да? Но вот что еще более странно. Они слышали голоса, смех и разговоры, которые раздавались из летательного аппарата. А потом и вот такие крики. Именно так и ведут себя пришельцы с других планет, я просто уверен. В общем, это передвигалось медленно, в этом сидело как минимум 2 человека, над этой конструкцией было то, что напоминало воздушный шар, и даже несмотря на все это, люди считали это сверхъестественным. Каждому времени своя чушь, но на самом деле все это можно легко объяснить. Все версии летательных аппаратов, которые якобы видели люди, как оказалось, уже существовали. Люди очень часто видели вот такое или же такое. А этот арт, на секундочку, появился за 46 лет до событий. Дирижабли были подняты в воздух и в 52-м, и в 63-м. Это был фурор. Разумеется, об этом говорили все, и, разумеется, это прям событие. Это вдохновило Жюля Верна на написание рассказа «Робур-завоеватель». Внимательно посмотрите на эту иллюстрацию 1886 года. И на протяжении всего этого времени разговоры о дирижаблях не утихали. Изобретатели пытались сделать свои версии летательных аппаратов, а в газетах мелькали концепты изобретений. По моему мнению, именно эти испытания видели люди. А если не их, то просто придумывали свои истории, исходя из картинок в газетах и книгах. Все эти факты не помешали возникнуть панике, которая длилась целый год. После этого сообщения пропали.
И неудивительно, ведь как раз в это время начались массовые испытания дирижаблей, а в 1900 году появился первый Цепелин. Речь о чем? Это реально была истерия. Появилось одно сообщение в одной части страны. Через 10 дней сообщения сыпались со всей страны. Кто-то один сказал, что это посланцы с Марса, так через несколько дней посланцев с Марса видели все. Он был высокий в чешуйках или маленький с круглой головой? Кажется, высокий. Рептилия. Только видите ли, в чем разница? Когда в газетах было показано что-то наподобие дирижаблей, люди их и видели. Речь о тарелках вообще не шла. А что, если я вам скажу, что до 1947 года никто не видел летающие тарелки? Потому что человек их еще не придумал. Это американский бизнесмен Кеннет Арнольд. Летая однажды на своем кукурузнике, он увидел в небе летающие тарелки. До этого инцидента даже не было такого словосочетания в отношении пришельцев. Мир жил себе спокойно, но как только его история появилась в газетах, по всей Америке люди массово начали видеть именно тарелки в небе. Не до того, как он увидел, а сразу после этого. Он, грубо говоря, изобрел современные летающие тарелки. И сейчас я объясню, почему так сказал. Открываем самый большой газетный архив в мире. Были ли сообщения о летающих тарелках или дисках в 1946 году, за год до этого? Нет. До 24 июня все тихо и спокойно, а в день публикации все начинают что-то видеть. И потекло дерьмо по трубам. Исследователи обнаружили, что за эти 2 месяца было 853 сообщения со всех уголков Америки. Это раз в 10 больше нормы. Одни говорили, что теперь их видят, другие писали в газеты, что тоже видели их в тот же день. Просто забыли сообщить об этих тарелках. Бывает. Но хотите обоссаться со смеху? Газеты неправильно поняли слова Кеннета. Газеты переврали. Когда я давал интервью, меня неправильно поняли. Потом одна газета за другой писала об этом, и все так запутали, что никто уже толком не знал, о чем речь. Написали, будто я сказал, будто они похожи на блюдца. А я говорил, что вели себя, как будто вы взяли блюдце и бросили его в воду, как бросают плоские камешки. Он подтверждает, что слово «тарелки» он употребил лишь к описанию их действия. На самом же деле он видел вот это. Согласитесь, теперь это больше похоже не на корабль пришельцев, а на экспериментальный американский бомбардировщик, испытания которого проводились в эти годы, кстати. Или на немецкий экспериментальный Хортен. Да не важно, что он там видел на самом-то деле. Главное, что для журналистов оказалось непосильным трудом запомнить его версию. И вот что получилось. Что? Слишком сложно! Тарелки! Ну, газеты и написали о тарелках. С этих самых пор люди видят только летающие тарелки, но никак не полумесяцы. Тем более прыгающие. Хотите видеть мое лицо, когда я узнал, что пресса неправильно поняла его слова, а все начали говорить, что видели летающие тарелки из космоса, ведь таких летательных аппаратов не бывает. Вот это лицо. Не было, да. Вот этот самолет не был построен в 1933 году, а вот этот в 1942, а вот этот не был построен в 1943. И это только, мать твою, Америка, и только до 1947 года. Почему я могу это найти за пару дней, а журналюги сраные не могут? Вы только представьте, ошибка, из-за которой начался настоящий, сука, бред. Благодаря этой ошибке появился известный паранормальный журнал Fate, который рассказывал о летающих тарелках. А знаете, почему они выглядят вот так сейчас? Открываем патенты тех лет и видим, что летающая тарелка, оказывается, была запатентована за 2 года до того, как люди ее впервые увидели. Да потому что изобретатель, мать вашу, отталкивался от журналов, которые были задолго до этого. Дебилы! Научная фантастика всегда диктует технологические тренды, а всем вокруг даже лень перепроверить. Это придумали люди и сами же продолжают видеть это в небе. Ну, как видеть? Все резко забывают, какой сейчас год, достают свои Nokia 3310, отдают своему знакомому, который рядом случайно ходит на ходулях, и он все это снимает. О, отлично! Наши ВВС на новых круглых самолетах. У нас нет круглых самолетов. Как мы видим на этом графике, в июле 1952 года был самый большой всплеск сообщений про НЛО. А началось все с 1947 года, когда чувака неправильно поняли. Но это очень быстро закончилось. Теперь посмотрим на эту таблицу. 52 год, Вашингтон, сразу после публикации в газетах. Затем сильный спад и опять в 57-м.
Угадайте, из-за чего? Потому что в газетах пишут о наблюдениях НЛО. Снова спад, и вдруг всплеск в 66-м. И, разумеется, все началось с газетных заголовков, рассказывающих о том, что фермеры начали видеть летающие тарелки. Совпадение ли, что сообщения появляются, когда об этом появляется статья, и прекращается, как только газеты перестают акцентироваться на этом? Сэр, вот ваша утренняя газета. Здравствуйте. Да, я их тоже видел. Да, сегодня. Да-да, прямо сейчас вижу, вот здесь летают. Угу. Извините, сэр, газета вчерашняя. То есть вчера видел? Да, когда все видели, тогда я видел, да. Так и запишите, да. Ну. Это я все к чему. Если бы в газете написали про летающие шары, то и люди начали бы видеть шары. Я проделал это все только для того, чтобы показать вам, что много сообщений об НЛО — это прогнозируемая статистика. Так случается совершенно каждый раз, когда публикуются статьи об этом. Да даже когда фильмы выходят про тарелки, всегда увеличивается количество наблюдений. Это психология. Люди и правда могут что-то видеть, но они уже знают о том, что существуют тарелки, поэтому проецируют именно их. Апофения во всей красе. И от этого никто не застрахован. Но настало время для самого сложного. Диспетчеры видят что-то на радаре. Военная база видит что-то на радаре. Они высылают самолеты на перехват, но цели просто испаряются. И так каждый раз. Но, к сожалению, фотографий радара не будет, потому что репортеров никто к ним не подпустил. И вообще это событие, видимо, было настолько важным, что о нем никому не сообщили. Капитан военно-воздушных сил Эдвард Руппельт, который был ответственным как раз за неопознанные объекты и вся остальная разведка, узнали об этом спустя 1,5 дня. Из газет. Пока что остановимся на этом. Скажите мне, могут ли специально подготовленные люди как-то по ошибке неправильно понять эти цели? Похоже на глупость, да? Могут ли сразу все радары в округе быть неисправными? Что за бред? Ну, посмотрим, что вы скажете чуть позже. Нас заверяют, что диспетчеры и военные были опытными малыми и точно знают о том, что это были не просто какие-то помехи, а точно что-то металлическое. Но им, наверное, лучше знать, ведь у военных стоит топовое оборудование тех лет, потому что идут войны, нужно быть начеку. Но все равно технологии были не идеальными. Далеко не идеальными. А что, если я вам скажу, что совершенно такой же сюжет произошел в Британии во время войны? Лондон, 1947 год. Военные видят на радаре неопознанный объект. Они уверены, что это вражеский самолет. Они поднимают в воздух свои самолеты. Но как только они подлетают к цели, ничего нет. И так каждый раз. Это было названо самолетом-призраком. Все думали, что он оснащен чем-то для предупреждения о приближении другого самолета, а поэтому быстро улетал. Огласки это не получило, ведь тогда еще не говорили об НЛО, говорили о советских самолетах-шпионах. Но доктор Дэвид Кларк пошел еще дальше. Он лично встретился с сэром Эдвардом Феннесси, инженером, который помогал разрабатывать радиолокационное оборудование и находился в самой гуще событий. И тот поведал, что еще в 1939 году, а затем в 1941 они видели на радаре вражеские самолеты-призраки. Они пытались их перехватить, но ничего не находили. Ничего не напоминает. С тех самых пор военные всего мира называют это радарными ангелами. Об этом написано даже в Оксфордском словаре. Из-за того, что шла война и некогда было разбираться, все просто списали это на температурную инверсию. Немного поясню. Вообще, чем выше небо, тем холоднее. Но бывает и так, что там теплее. Это и называют температурной инверсией, и у этого свои последствия, в том числе и очень плохие. Но плюс ко всему, из-за этого радар отправляет обратно ложные эхосигналы. И такой: пацаны, я на что-то наткнулся. Да, это объясняло многие цели на радаре, но далеко не все. Но другого рационального объяснения у ВВС не было, поэтому после Вашингтонского инцидента они объявили следующее. Мы думаем, что это была температурная инверсия, которая была в это время в Вашингтоне. Она может создавать ложные сигналы на радаре. Также это могут быть ледяные облака. У нас уже были такие случаи. Спасибо большое. Тупо лжец. Ты видел? Пиздец. Да, кто-то из прессы, а еще свидетели не приняли эту версию. Для них не могло быть все так просто.
3 разных радара засекли огни. Вы говорите, что они приняли воздух за металл? И вот это краеугольный камень во всей этой истории. Все говорят о том, что эту версию никто не принял, и вообще это бред и ничего не объясняет. Ну-ка, давайте нахер разберемся, кто именно не принял это объяснение, как все утверждают. Первое. С температурной инверсией была не согласна метеорологическая служба. Несостыковочка сраная. Была бы, если бы это было официальное заявление, а не история, напечатанной в одной газете без указания источника и хотя бы одной фамилии. Наоборот же, в научном разборе этой проблемы метеорологи вполне себе делятся погодой в те дни и приходят к выводу, что да, это очень похоже на то, что вызовет проблемы с радаром. Второе. Были не согласны диспетчеры, ведь они видели, что они видели. И вообще, какого хрена вы подвергаете сомнению нашу работу? Мы тут не кучка дебилов и прекрасно знаем, как работает радар, и это на 100% необъяснимо. Ага. А теперь скажите мне, откуда этим олухам знать о том, что это было, если первое исследование о радарных ангелах вышло спустя 6 лет после инцидента? Аномальные цели на радаре появлялись с тех самых пор, как радар вообще существует. Ведь технология свежая и далеко не идеальная. Температурная инверсия не могла покрыть весь спектр неопознанных объектов, поэтому на помощь пришли орнитологи. Дело в том, что они прекрасно знали, что вызывает такие самолеты на радаре, ведь давно этим пользуются. Но пилотам и военным невозможно было доказать, что птицы могут вытворять такое на радаре. Вы знаете, кто это сделал? Да, инопланетянин. Этим ученым просто в лицо ржали, пока исследование не вышло. Орнитологи наглядно показали, что именно миграции из стаи птиц создают на радарах такой эффект, как будто, огромный самолет летит. Спустя 6 лет после Вашингтонского инцидента они пишут: радарные ангелы раньше списывались на температурные инверсии и прочую херню, связанную с атмосферой, но это не могло объяснить все случаи до этого момента. Расскажу вкратце. Зачастую это появляется ближе к вечеру. Чек. А я напоминаю, что инопланетяне прилетали только ночью, а утром сваливали. В радиусе 30 миль. Чек. Все так и было. Можно подумать, что это самолет. Чек. Только все подумали, что это тарелки размером с самолет. Ах да, то, о чем умалчивают журналюги. Вот такую картину никто не видел на радаре. Они сообщали об объектах, которые удалены друг от друга на несколько миль, а иногда вообще просто в разных частях радара были. Все это согласуется с исследованиями, которые впоследствии были опубликованы. Не участниками событий, не военными, а людьми, которые изучают птичек. Птичек! Птички. Я вижу цели на радаре, выпускайте 2 F-94, срочно! Лучше 8. Лучше 10. Радар показывает, что цель прямо перед вами. Разрешаю открыть огонь. А еще они объяснили, что даже насекомых видно на радаре, и их скопления могут создать иллюзии, как будто что-то большое летит. Кстати, даже сейчас погодные радары могут это отслеживать. Это птицы. И это птицы. Ой, как необычно. Да, как я уже сказал, исследование появилось только спустя 6 лет. Поэтому в отчете Вашингтонского инцидента говорится только о температурной инверсии. Ну, знаете ли, это хотя бы не захватчики из космоса, как утверждали те, кто был не согласен. ВВС проводила потом свое расследование и выяснилось, что неопознанные объекты видели за последние пару месяцев на радаре достаточно часто. Но в каждом случае также сообщалось и о температурной инверсии. Получается, НЛО очень любит вот такую вот обоссанную погоду. А вот что вам не расскажут на других каналах. Пресса очень даже приняла эту версию. Написала о ней в газетах, и сообщения об НЛО сразу начали сильно уменьшаться. Классика. Эксперт говорит, что это была температурная инверсия, другое, что это не так. В этой ситуации вы должны обратиться к авиадиспетчерам и пилотам, которые действительно видели объекты. Серьезно? Обратиться-то нужно. А что, если они видели звезду, но подумали, что это пришельцы, и теперь всем доказывают? Давайте обратимся к тем, кто видел плоскую землю. Давайте обратимся к бабушкам, которые видели домового.
Эти ребята уж точно врать не станут. Который раз говорю, если какой-либо фиксации нет, то личный опыт не может считаться доказательством. Иначе совершенно каждый необъяснимый нахрен случай имеет неопровержимые пруфы, ведь вот этот псих все видел. Каким бы опытным ты ни был, твой мозг все равно подвержен апофении и другим искажениям. Я могу привести десятки примеров ученых, которые всю свою жизнь посвятили науке, но верят в лохнесское чудовище и снежного человека. А еще их похищали инопланетяне. Это не значит, что они правы. Но факт есть факт. Военными действительно сообщалось о наличии чего-то в воздухе. Они видят это с вышек, они видят это с самолетов. И это не просто паникеры гражданские, это официальные отчеты. Мы прозевали вторжение. Мне страшно, сэр. Можно ли подвергнуть это сомнению? И нужно ли? Я считаю, что да, ведь тот человек, который будет читать короткую версию, легко останется на стороне верунов, а тот, кто углубится, вот тут уже возникнут вопросы. К счастью, мы имеем фатальные несостыковки в показаниях. «Я вижу ярко-оранжевый свет!» — говорит один из них. Как все это представляют? Что-то слепит тебя, и ты такой: «Ой, нет, НЛО, прекрати!» А как это было на самом деле? Где-то там что-то светится? Хер вообще знает. Звезда? Не понимаю, как... Наверное, нет. Или да. Что? Одни видели белый свет, одни видели оранжевый свет, тарелки с хвостом, просто светящиеся шары. Один человек вообще увидел огромную красную сигару в небе. Два пилота летели рядом на истребителях, но один видел нечто странное, а другой вообще ничего. Один смотрит на радаре, видит 7 объектов, другой видит 5. Пилот самолета видит 6. Одни говорят, что они двигались на скорости 1000 км в час, другие говорят, что 11 тысяч. В то же самое время военный самолет Б-25 пролетает над всей этой херней, и ему говорят: «На радаре мы видим объекты в вашей зоне. Доложите обстановку». Принял. Ничего нет, кстати. Даже в отчетах говорится о том, что пилот сообщил, что видел падающую звезду. Потом человек на базе увидел падающую звезду. Потом сообщали о звезде, которая перемещается. Они верили, что она двигалась, хотя, скорее всего, это влияние атмосферы, прямо как тут. Просто иллюзия движения. Такова сила внушения, резюмирует один из них. Капитан ВВС Гарольд Мэй, который ночью видел огонек в небе с базы Эндрюс, ближе к утру вышел взглянуть на небо еще раз. И этот огонек был еще там, вдалеке, очень тусклый. «Я полагаю, что неопознанный объект был звездой», — говорит он. Когда пилот видел что-то светящееся недалеко от самолета, другой говорит, что вокруг Вашингтона всегда так много разных огней, что в любом направлении можно увидеть какой-то свет, а все остальные аэропорты даже и не сообщали о чем-то подобном в это время. Так у меня вопрос. Если эти объекты видели все, то почему далеко не все их видели? Звучит, конечно, тупо, но это же я. Часть информации из купленного мной отчета Кондона. Это самое большое научное исследование НЛО за всю историю. Его подготовили при сотрудничестве с Университетом Колорадо в 1968 году, и другие ученые назвали этот документ самым влиятельным и научным во всей истории неопознанных летающих объектов, и что на него будет правильно ссылаться каждый раз, когда речь заходит о летающих тарелках. И знаете что? Никто этого не делает. Тарелки же и правда летают, зачем нужна другая точка зрения? Одно можно знать наверняка. Пришельцы всех нас убьют. С этим отчетом были согласны, Национальная академия наук, огромное количество отдельных ученых и даже Nature. Хотя там удивились, зачем вообще тратить ресурсы на такое. А знаете, кто был не согласен? Уфологи. Люди, которые верили в летающие тарелки. Физик Джеймс Макдональд и астроном Йозеф Хайнек. Знатные переобуватели, скажу я вам. Из-за них все верят, что ВВС наплели прессе чушь, чтобы просто отделаться. Эти жуки даже хотели взять расследование под свой контроль. Вы только представьте, какой вывод бы мы получили в таком случае. Это могло реально перевернуть историю. Люди бы и сейчас видели везде тарелки. Я убежден, что повторяющиеся наблюдения надежных граждан здесь и за рубежом в течение последних 20 лет нельзя отбрасывать в сторону как глупость, а скорее нужно воспринимать крайне серьезно, как свидетельство того, что происходит какое-то явление, которое мы просто не понимаем. Да. И именно на доводы этих двух ссылаются статьи в интернете. Это уже просто классика. Идите нахер, журналюги, просто идите нахер.
Вы только представьте, ученые тратят годы и огромные усилия на то, чтобы доказать отсутствие летающих тарелок, хотя могли бы заниматься реально нужным делом. Это уму непостижимо. А в ответ на эти огромнейшие усилия люди просто разводят руками и говорят: ну и что, это всего лишь писанина, которая ничего не решает. Я-то точно видел тарелку. И все остальные верят именно этим людям. Мир реально сошел с ума. Если вы до сих пор немного не уверены, то у меня есть козырь в рукаве, о котором почему-то ни слова в интернете. Смотрите, люди присылают в газеты письма, что в тот день видели летающую тарелку метров 40, которая светилась, и ее контуры были размазанными. За полгода до этого происшествия на все экраны страны выходит фильм под названием «День, когда Земля остановилась». Так, а теперь чуточку внимания. Я рассказываю сюжет, кажется, первого в мире фильма про летающие тарелки. Военные видят на радаре нечто странное. Это приближается. Это объявляют в СМИ. Все на панике. НЛО летит над всем, сука, городом. Как такое возможно? И этот фильм, судя по газетным архивам, все еще шел в кинотеатрах в тот момент, если что. Я ни в коем случае не говорю, что это была рекламная кампания фильма. Я не конспиролог. Просто неудивительно, что все начали паниковать и видеть светящийся объект. Ведь, по сути, начало воплощаться в жизнь то, что они в кино видели, а там вообще-то пришельцы из бластеров стреляли. Обосраться можно. Интересно, что после выхода фильма в очень известном журнале Life появляется статья, что наблюдаемые объекты могут быть инопланетными захватчиками. Цитата дословно. «Кто или что находится на борту? Откуда они? Почему они здесь? Каковы намерения существ, которые их контролируют? Ответ мы можем получить как через поколение, так и завтра. А где-то в темном небе могут быть те, кто уже знает ответ». И, разумеется, количество наблюдений сразу немного, но выросло, что подтверждает мою гипотезу о массовой панике. Итак, сообщения об огне в небе, летающих объектах и возможных высадках пришельцев идут со всего мира. Как и принято у конспирологов и уфологов, официальные отчеты игнорировались, а все факты выворачивались наизнанку, и, к сожалению, даже после научных разборов им верили очень многие, потому что неопознанное подкупает. Согласитесь. Был такой Шерлок Холмс из мира летающих тарелок, очень крутой журналист Филипп Класс. Как-то он сказал, что заплатит $10 000 тому, кто докажет существование НЛО. Вот тут-то все рты и позакрывали. А еще он провел такую корреляцию. Радары становились все лучше, устанавливались все новые фильтры, а НЛО появлялись все реже. Поэтому в основном на радарах их видели в 40-х, 50-х и 60-х. Это все подтверждает нашу гипотезу, что где-то там тащатся только по дерьмовой технике. Бигфута снимал эпилептик на пейджер, а духи слышны только через сломанный диктофон, который КамАЗ переехал. Взгляните на все эти случаи. Каждый из них имеет научное, логическое объяснение. А еще Филипп Класс сказал такую эпичную вещь, которая у каждого из вас должна засесть в голове. Если НЛО существуют, и они хотят заявить о себе, то пусть приземляются. А если они не хотят, чтобы об их визитах было известно, выключите нахер свет. Ставь класс, если Филипп Класс — класс. Давайте резюмировать. История крутая, бесспорно. И я не утверждаю, что там совсем ничего не было. Люди могли прекрасно видеть что-то, но они не знали, что именно это было. Но утверждать, что это были тарелки, а тем более из космоса, очень мракобесно. Вопрос в другом. Куда делись летающие тарелки после того, как газеты сообщили о температурной инверсии? Куда делись массовые сообщения? Почему пик пришелся только на эти годы, когда аппаратура еще косячила? И почему тарелок не было до тех пор, пока люди их не придумали? Даже спустя столько лет самым оптимальным решением было признать, что это была неправильная трактовка объектов на радаре. Не из-за незнания, а потому что этих знаний просто еще не было. А визуальное наблюдение, скорее всего, просто метеоры или мерцание звезд, которые, к слову, очень часто принимают за НЛО.
В этом случае виноваты совершенно все. Твари-репортеры, которых не пустили фотографировать военные радары и не давали им комментарии. Поэтому они и писали, что власти скрывают, все подначивая население. Паникеры, которые видят метеоры и звонят в газеты, требуя напечатать их историю. Военные, которые не знали, что видели. Уфологи, которые мракобесили знатно. Все причастные виноваты в том, что мы имеем самый необъяснимый случай в истории, после которого и началось распространение аббревиатуры НЛО. Которое, к слову, не означает, что это пришельцы. Это совершенно любой объект, который пока что не идентифицирован. Но, по крайней мере, надеюсь, что иную точку зрения вы получили. Фредерик Линдеман, главный ученый правительства в то время, заявил, что боязнь тарелок – это продукт массового психоза. Не более. Ну а в Вашингтон неопознанные летающие объекты больше не возвращались. В далекие времена люди смотрели на падающие метеоры с точки зрения своей религии. Думали, что это предзнаменование, демоны, боги, драконы. Мнение менялось, когда появлялись технологии. Они начали видеть диковинные дирижабли. Когда появились самолеты, появились и сообщения о том, что нечто летает быстрее самолетов. Какая следующая ступень развития неопознанных объектов, сказать сложно. Но думаю, что все зависит от нашей фантазии. Но я бы очень хотел, чтобы люди придумали что-то еще, а то, если честно, тарелки устарели. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Исходя из того, что я рассказал, думаете, есть вероятность, что эти случаи были реально внеземной формой жизни? Конечно, есть. Ведь у нас нет доказательств обратного. Но факт остается фактом. Если когда-нибудь произойдет еще один единичный случай появления чего-то в небе, и это будет освещено в СМИ, поверьте, через неделю это произойдет во всей стране, а затем и в мире. Такова статистика. А как ее расценивать, решать уже вам. Хотя, готов спорить, что в наше время такие истории просто невозможны. А почему? Потому что у каждого есть мобила в кармане, и там хорошая камера. Спасибо за просмотр. Воу, вот это мы заколебались, конечно. Надеюсь, за это ты поставишь неопознанный летающий палец вверх. Подпишешься на наши соцсети и новинка, мой личный телеграм-канал. А в описании безумно огромное количество материалов и ссылок, которые ты обязан посмотреть, если ты мне не веришь. А ты всегда должен сомневаться. Ну все, сейчас я вам такой разоблачительный танец натанцую. Join the flow. Чувак, ты жжешь, давай селфи. Они радуются, что разоблачили очередную историю. Но лично я считаю, что они вырвали все из контекста и не воспринимали всерьез тех, кто доказывал обратное. Они не воспринимали меня. Но я больше не собираюсь терпеть, и теперь я сделаю все, чтобы каждый человек узнал, как на самом деле устроен мир. Я капитан Fake News, и у меня другая правда. Все только начинается.